Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп еженедельный с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все же какие-то подсказки вы получите. Вы как раз умеете допускать альтернативный вариант развития событий. Или то, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема, и иногда нам приходится где-то изменить свою походку, иными словами, как-то действовать не так, как мы бы действовали прежде, или согласно какому-то шаблону, или вовремя отступить вообще, сделать 2 шага тому назад, чтобы себе не навредить. И в нашем прогнозе основные вопросы: что важно знать, неожиданности, что скрыто. Вот давайте достанем такие карты для вас, мои дорогие водолеи. Что же важно знать на неделю с 26 февраля по 3 марта? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Давайте узнаем. Что вам будет помогать? Что будет радовать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. По основным сферам жизни узнаем. Денежная энергия для вас, водолеи, и личная жизнь, как видят карты. Что же в приоритете? У кого-то поездка, перемещение, смена работы, смена, может быть, вообще вашего где-то статуса, которая в перспективу. Это карта заслуженного успеха, 6 мечей. И когда у нас хватает мужества идти вперед, может быть, это, знаете, как неизведанное что-то, несбывшееся, которое нас зовет за собой, и мы хотим что-то реализовать. Но это успех этот не на этой неделе, это то, что это как сам путь, как восхождение к той вершине, которую мы себе наметили, или осуществление своей мечты, реализация намерений, планов. Прекрасная карта, и, надо сказать, мечи все же это ваша стихия, стихия воздух. Это когда есть вдохновение чем-то заниматься. И неважно, что это, или вы готовитесь к переезду, или вы учите языки, или вы просто изучаете новую специальность, вы собираетесь менять работу. У кого-то, может быть, и банально проиграется как вынужденная поездка или, мои дорогие, приезд человека к вам. Такое тоже может быть. Неожиданность. Может быть, приезд человека к вам, неожиданность. И у кого-то может быть, знаете, тут даже если какой-то проверяющий, как будто на горизонте появляется, если вы, например, занимаете какую-то должность или как раз вы хотите построить карьеру, то вот эта самая проверка для вас проиграется к успеху. Значит, как-то вы себя можете поддать по-другому, позиционировать себя совершенно по-другому. И в неожиданностях нет неожиданностей. Милый котик у нас показан с завязанными глазами на дереве, и он представляет, как же я спрыгну, внизу мечи. А мечей-то нет, он смотрит вглубь себя, он не видит какой-то реальности, поэтому неожиданностей нет. Мы их создаем себе как будто сами, если не будем реалистами. Поэтому карта говорит только об одном: не мешайте себе, и не будет неожиданностей. Видеть то, что есть по факту. Все же прагматиками вам на этой неделе придется быть. Чему сейчас не время, не расслабишься, правда. Не думать, что победа в кармане. Не думать, что у меня все под контролем. Или допускать как раз альтернативные варианты развития событий. Мы могли что-то распланировать или составить себе тезис-план. Так вот, какие-то отклонения от этого плана могут быть. И для того, чтобы наше намерение осуществилось, придется, скорее всего, вносить какие-то коррективы. Что же вам будет помогать? Хорошее настроение. Оно как будто правда, вдохновение, хорошее настроение на этой неделе будет. Или то, чем вы занимаетесь в последующем, вам принесет увеличение жалования или увеличение дохода, расширение вашего бизнеса. Вообще сам по себе оптимизм, вера в собственные силы, это все помогает. Для кого-то помогает личная жизнь, взаимопонимание с близкими или с вашим любимым человеком. Для кого-то новое знакомство тоже вдохновляет, почему нет? И так вполне может быть. Приятные эмоции. Вот, наверное, весна как раз на пороге, и вы ее прочувствуете, и это здорово. Что скрыто? Карта информационного хаоса, так я называю ее. И вот посмотрите, ведь если это в позиции скрыто, много информации может приходить.
Утром пришла одна какая-то новость, в обед пришла другая, вечером пришла третья. Она могла отменить две предыдущих, или пришел один человек, он имеет взгляды на жизнь определенные, свои. Потом приходит другой какой-то, заходит, или вас жизнь с ним сталкивает, а он имеет что-то противоположное, к чему, о чем вообще говорит карта. Ты не должен зависеть от людей, ты не должен зависеть от их настроения. Ты не должен или не должна включаться в те вопросы, которые тебя пытаются втянуть, не успев что-то додумать, понимаете? Шестерка мечей, полагаемся сами на себя, что важно знать. И тогда у нас точно получится, как и тот успех, или осуществить ваше намерение, план, но понимать, что информация будет меняться, обстановка будет меняться. Вот скрыто то, что вы можете себе запланировать, а вас как будто что-то может сбивать с настроек. И нам может касаться, что это мы не правы. Или, может быть, вы столкнетесь с такими людьми, которые вас даже где-то обвинять будут и говорить что-то, что это ты не прав, или это ты ничего не понимаешь. Ну, может быть, я и риска, но тем не менее, такое тоже может быть. А вы начнете, опять же, какой-то глубокий анализ, а почему я не прав или не права, а что я сделал не так, а в чем моя вина, а нам карта говорит нет. Открой глаза и увидь то, что есть по факту, потому что вы можете быть связаны как и вот с этой разношерстной информацией, так и с людьми, у которых свои задачи. Или, мои дорогие, могут быть обещания, иногда по пятерке жезлов проходят те люди, на которые нельзя положиться, потому что утром они вам пообещали, а к вечеру они уже забыли. Или изменилась их жизнь, изменились и планы, и они никогда не пожертвуют своими планами, дабы вам было хорошо, а им где-то в ущерб. Имейте это тоже в виду. Могут быть люди, которые даже в достаточно почтенном возрасте по этой карте, но ведут себя как дети. Опять же, не положиться, ни ответственности не потребуешь. Вот где-то такое может тоже быть. И знаете, поэтому отчасти карта может говорить: уходи от обязательств, чтобы и ты где-то не был как в кандалах вот этими обязательствами скован. Тогда это будет помогать. Дела, работа, бизнес. Но это точно будет помогать. Как будто по канату ходит наш замечательный котик, а канат между двумя мечами. И вот он ходит из пункта А в пункт Б. И мы словно на выборе. Есть какая-то дистанция, сколько ты вот что-то не обдумывай, как будто обстановка может быть темновата, да, в каком плане. Вы не можете что-то просчитать. Или вы зависите где-то от людей. Вот зависимости быть не должно. И вот эти самые глубокомысленные рассуждения для нас и могут в последующем вот эту карту давать или состояние внутренних страхов, сомнений, а нам карты говорят: открой глаза, и ты должен какой-то свой сделать выбор. Так какая-то история не может бесконечно продолжаться. Выбор какой-то делать придется. Может быть, как раз это и будет означать вот тот успех, который не на этой неделе, но от вашего выбора или от какого-то четкого знаменателя он будет зависеть. Что же у нас с деньгами? Ваша карта опять. Вы тут должны быть где-то на своей волне. Король мечей. Это тот, который умеет вовремя избавиться от ментального мусора. Тот, который умеет себе не навредить. Тот, который умеет пользоваться интуицией. А интуиция – это интеллект и опыт. Но опыт тот, который без эмоций. Это как, ну, чтобы не еще раз не найти какие-то грабли, не повторить какую-то ошибку. По этой карте в деньгах, может быть, вот что интересно, вы можете столкнуться тоже с людьми по тем или иным имущественным, к примеру, вопросам, с людьми, которые наделены властью, или вы пойдете согласовывать какие-то документы в высоких инстанциях. Иногда проходят банковские служащие, может быть, кто-то в банке будет решать свой вопрос по поводу кредита или, наоборот, закрывать какой-то кредит. Проходят и врачи, когда, может быть, нужно, ну, к примеру, к стоматологу сходить и закрыть тоже вопрос. Так иногда бывает. Очень такая многоликая карта в том плане, что разные направления может показывать, но она объединяет все эти направления только одним фактом – хладнокровием.
и рациональностью. Вот тем самым интеллектом, умение видеть, что же есть на данный момент без эмоций. И поэтому, каковы бы ни были, мои дорогие водолеи, для вас вопросы по финансам, у вас сильная позиция все равно решить что-то в свою пользу. Но выбор делать придется, скорее всего. И это на личную жизнь. Вообще, это так выглядит король Пентаклей. У вас уже два короля. Что я хочу сказать? Как будто поход по инстанциям, скорее всего, будет. Может быть, и не таким высоким. Или что-то согласовывать в учреждениях вам придется. Но пусть на личную жизнь у нас выпадает король Пентаклей. Неделя не такой большой срок. Скорее всего, те задачи, которые у вас были где-то в предыдущие дни, они будут из 26 по 3 марта. Или, может быть, это в помощь вашего близкого человека, супруга или супруги, или если вы просто даже проживаете, или какие-то имущественные вопросы вашей семьи или вашей пары вы тоже можете как будто решать, что-то планировать наперед. Но для вас, мои дорогие водолеи, для всех, неважно, будь то вы один или одна, или вы человек семейный, здесь просто какая-то сильная позиция, это как крепкий тыл, я бы сказала так. Да, карта не говорит об эмоциях, она говорит о благополучии и материализме, какой-то конкретике, но эмоции как будто есть. Но я могу предположить, что вот как раз у тех, у кого недавно состоялось, может быть, знакомство, это будет настолько вас вдохновлять. И мало того, вы вдвоем будете что-то просчитывать наперед. Вот тут может проиграться, что не просто помощь материальная, и это я тоже могу предположить, а когда мы уже как будто нашу стратегию, тактику на длительный период пытаемся, составить. Хотя нам карта говорит, не расслабляйся по финансам и где-то прими, что себя-то ты не должен забыть. Но где-то себе соломки подстелить наперед или не просчитаться с финансами, мои дорогие водолеи, то тоже будет важно. Может быть, какая-то заначка, вполне вероятно, для кого-то и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.